Привет! Наконец-то это произошло, и я все-таки решил разок заказать наушники от компании Anker. Сегодня в ролике речь пойдет о модели Soundcore Live Dot 2, и как ее позиционирует сам производитель, это такие околоспортивные наушники. В коробке у нас немного расширенная комплектация, обусловленная конструкцией самой гарнитуры. В пластиковой проставке лежит кейс с наушниками, кабель для зарядки USB-C, и помимо довольно удобных амбушюр 4 типа размеров, здесь также имеется 3 вида уплотнительных силиконовых колец под различные размеры ушной раковины. Амбушюры, как водится, я сменил на большие, а вот кольца оставил стандартные. С ними наушники сидят в моих ушах как влитые. Первое, что сразу же бросается в глаза, это внушительных размеров зарядный кредл. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 82, 38 и 42 мм соответственно, а вес с наушниками внутри выходит 99 грамм, вес 87. Признаюсь честно, в момент заказа я попросту не обратил на это внимания. На промо-картинках он таким большим мне не показался. Но тут на самом деле объясняется все очень просто. Емкость встроенного аккумулятора здесь 2600 мАч. Но вот как обычно водится для таких объемов батарейки, на корпусе почему-то не предусмотрено дополнительного разъема USB-A для использования кейса в качестве портативного пауэрбанка. К примеру, в наушниках Away T19 и SoundPeats True Buds такая функция была. Может быть, оно тебе и ни к чему, но как по мне, иметь возможность получить немного заряда, когда твой телефон на последнем издыхании, а ты где-то в дороге без доступа к розетке, функция весьма полезная, тем более при такой емкости АКБ. И тем не менее, сборка кейса очень качественная. Крышка открывается на 90 градусов и в верхнем положении жестко фиксируется, а при закрытии притягивается довольно мощным магнитом. На задней стороне под петлей крышки расположили гнездо зарядки. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Единственный светодиодный индикатор находится на передней стороне кейса, но увы, он вообще никак не показывает его заряд. Он загорается белым свечением лишь во время процесса пополнения энергии, а по окончанию гаснет. Я понимаю, что с такой емкостью можно ходить неделю, а то и больше и не париться, но все-таки остаток заряда хотелось бы знать хотя бы примерно. Сами наушники имеют строгий однотонный дизайн и довольно длинный, но очень удобный звуковод. Я повторюсь, для моих ушей они просто идеальны, хотя их размер под стать кейсу. В сравнении с Halo линейки GT и другими подобными наушниками, Live Dot 2 намного больше в габаритах. Благодаря своей плотной посадке пассивное шумоподавление работает прекрасно. Уже на 70% громкости улицу ты не услышишь. Класс защиты гарнитуры от влаги IPX5. В самих наушниках стоит довольно мощный аккумулятор. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники отыграли 6 часов и 42 минуты, что немного отличается от заявленных производителем 8. Но здесь также стоит отметить, что в Live Dot 2 имеется функция быстрой зарядки. 10 минут нахождения наушников в кейсе позволит получить заряд на дополнительных 1,5 часа прослушивания музыки. Функция хорошая и очень удобная. Помимо всего прочего, еще одной особенностью данной модели является то, что для управления функциями мультимедиа здесь используются механические кнопки. Признаюсь, думал, что подобное решение уже никто не применяет. Слишком много сенсоров в последнее время я перетапал. И здесь хотелось бы отдать должное самой механике нажатий. Кнопки очень плавные и во время использования не доставляют ощущения вдавливания наушника глубже в ухо. Никаких громких щелчков при переключении не происходит. Однократное нажатие по кнопке во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а во время звонка по тому же действию можно ответить на вызов или завершить разговор. Перемотка треков зашита на 3-секундное удержание. Правый наушник переключает вперед, левый назад. Если нажать кнопку дважды, то можно позвать голосового ассистента. А вот управление громкостью в наушниках отсутствует, хотя оно так и напрашивается на жест тройного нажатия, которое, кстати, ничем не занято. Уж не знаю, что мешало производителю сделать именно так, но увы, имеем то, что имеем. Датчиков автопаузы здесь также нет, как нет и специального игрового режима с низкой задержкой. В принципе, при желании в PUBG Mobile поиграть, конечно, можно, но небольшая задержка все же слышится. И если ты не заядлый игрок, то все терпимо, а вот если важен каждый синхронный шаг, то лучше оставаться на проводах. В своем игровом тесте я получил результат по задержке примерно в 180 миллисекунд. А вот с ютубом, что ожидаемо, проблем по этой части нет. Ролики можно смотреть без проблем, отставание звука ты не услышишь.
Что же до самого звучания, то любителям хорошего баса оно явно придется по душе. За передачу звука отвечает два аудиокодека на выбор, это AAC и SBC. Наушники обладают хорошим запасом по громкости и при этом нереально басят. 8-мм динамические драйверы стараются от души. Середина в такой частотной картине ожидаемо провалена и имеет классический V-образный рисунок. С басом она не перемешивается и в целом каши по данному диапазону не слышно. Ну а верхний регистр в виде перкуссии, хэтов и всевозможных тарелочек прекрасно разбавляет всю эту низкочастотную плотность и добавляет четкости. Особенно это хорошо слышно в электронных композициях. Ну и если немного обобщить, то звук здесь очень четкий, напористый и во всех отношениях просто бомбезный. Ну а теперь по традиции я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в данной модели наушников. И поверь мне, ты очень удивишься, насколько они хороши для подобного форм-фактора. Проверяем работу микрофонов в наушниках Anker Soundcore Live Dot 2. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. По традиции открываю сейчас окна, создаю искусственно здесь в салоне ветер, шум. Вот сюда мне все это задувает. И, собственно, вот так отрабатывают шумодавы, если таковые имеются в данных наушниках. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. На максимум ее сейчас выкручиваю. Она потихонечку, как обычно, набирает обороты. И будем слушать, как отрабатывают шумодавы в таком сценарии использования. Если, допустим, ты будешь зимой на полную обогреваться в машине, и вдруг тебе кто-то позвонил, и ты такой ответил с этих вот наушников. Вот так это все работает. Так отрабатывают микрофоны в наушниках Soundcore Live Dot 2. Все оставляю на твой суд. Смотри сам, слушай. Подключение к смартфону происходит по изъятию наушников из кейса. Ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, оставив один на зарядке. Интерфейс сопряжения Bluetooth версии 5.0. С моим смартфоном Poco X3 NFC наушники прекрасно держат связь. В городской квартире сигнал прошибает несколько стен и балконную дверь. На улице также полет отличный. Никаких даже мелких обрывов во время ходьбы я не ловил. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Наушники Anker Soundcore Live Dot 2 произвели на меня очень положительные впечатления во всех отношениях. Первое, они реально прекрасно подойдут для спорта, ведь посадка здесь монолитная. Второе, звучат они замечательно, особенно для любителей хорошего плотного баса. Третье, работа микрофонов меня просто удивила в самом что ни на есть хорошем смысле, то есть использовать их как гарнитуру для телефонных разговоров очень даже возможно. Ну и последнее, это конечно же автономность, которая также оказалась на высоте, и учитывая емкость комплектного зарядного кресла, эти наушники высадить до нуля будет очень и очень сложно. Да, эти наушники не самые маленькие в мире, но они очень удобные. В любом случае, окончательный выбор, как всегда, остается только за тобой. Я же в свою очередь постарался максимально подробно сегодня рассказать все про эту модель. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.